Добрый день, дорогие мои гости канала, подписчицы, подписчики. Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой прекрасный брендовый джемпер от Loro Piana. Итальянский бренд в интернет-магазине стоит 343 тысячи рублей. И, в общем-то, шерсть стопроцентная. Просто я хотела вам... Страна производства Италия, страна дизайна Италия. Моделечка 179 рост у нас девушка, вот эта девушка наша. Давайте ее увеличим. Ну, конечно, стройняшечка та еще, да. Вот, прекрасно смотрится джемпер, свободный крой. Но это даже, я бы сказала, свитер, потому что, видите, у нас высокая планка. Ее можно сделать не такой высокой, сделать как джемпер, кому как удобно, да. Пряжу тоже можно любую выбрать. Смотрите, приближаю вам. Вот это вот так выглядит прекрасно. Увеличенная картинка. Спущенный рукав у нас и широкая резиночка 2 на 2 идет по низу и по верху. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. По рукавчикам еще, да. Выглядит наш узор вот таким образом, увеличиваю вам. И я сегодня составила схему этого узора. У меня схема будет в двух вариантах. Значит, вот такая плотная вязка, когда нет у нас, прибавка идет из протяжки, вот в этом месте. Ах, не удастся. Ну вот здесь идет прибавочка, вытягивается петелька. Вот. Либо здесь будут накиды. То есть ваш вариант. Сами для себя выбираете. На схеме место, где накид, вы просто вяжете в этом месте протяжку. То есть я связала сегодня на образце и тот, и другой вариант. Повторюсь, эта машинная вязка так ровно и так, ну, как бы плотненько, наверное, на руках вряд ли получится. Но, во всяком случае, я еще спицы сегодня применила номер 4, то есть довольно толстые спицы. Вот. Ну, в общем, девочки, кто как привык, если вы будете вязать более плотно, свою плотность сами посчитаете. Я сегодня рассказываю и строю свой мастер-класс для примера, как я делаю расчеты и так далее, да. Вот. Вот так он у нас смотрится в интернет-магазине. До этого вышло видео, в котором я показывала, делала небольшой обзор от итальянских дизайнеров, что будет модно в этом сезоне, осень 21, зима 22. Вот. И, в общем, очень много было просьб сделать мастер-класс конкретно вот по этому джемперу-свитеру. Да? То есть его можно как джемпер связать, можно как свитер с высокой планкой. Да? Укороченная такая модель, хотя длину тоже можно сделать под себя. Но всех, конечно же, интересовала схема. Схему я составила, девочки. Схему составила для двух вариантов. Первый с накидами будет ажурная, и второй вариант вытягиваем из протяжки вот в этом месте. Вот. Видите, вот здесь вот оно у них так и вяжется, с протяжки вытягивается. Петелька аккуратно. Я покажу, как в сегодняшнем мастер-классе сделать вариант. Мы свяжем и с накидами, или заменим накиды протяжкой. По желанию, девочки. Итак, давайте сегодня у меня, как всегда в мастер-классе, будет выбор пряжи, конкретный спиц. Мы с вами посмотрим схему, разберем ее. Затем я покажу, как я составила описание. Описание будет от 44 до 54 размера составлено. И мы будем детально вязать, разбирать узор. И затем в конце видео, как всегда, я делаю
подробные расчеты на ваших глазах и объясняю, откуда что берется, сколько петель набираем, сколько петель приходится на вырез горловины, как сформировать скос рукава, что такое вертикальная плотность и как ее применить, девочки. Не игнорируйте вертикальную плотность, сейчас я вам подчеркну это, если я не говорила позже, то, значит, если вы ее проигнорируете, будете мерить сантиметрами свое изделие привязки, а потом постираете и очень разочаруетесь, потому что все трикотажные вещи имеют свойство сильно вытягиваться. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, я вам рекомендую все сантиметры умножать на плотность, которую мы с вами будем сегодня рассчитывать в данном мастер-классе. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Для вязания джемпера я подобрала пряжу Yarn Art Super Merino. Цвет можно любой использовать, это турецкая пряжа. Смотрите, у нас 100 грамм 280 метров, состав 25% шерсти, 75 акрил. Вот так выглядит, девочки, схема, которую я сегодня вам предлагаю связать. Я ее составляла, глядя на модель. То есть эту схему я не нашла в интернете, и это моя личная, скажем так, схема получилась. Как я ее вижу, как я ее разработала. Очень похожая она получилась. Места накидов мы будем с вами в случае надобности заменять протяжками. Прибавление петли из протяжки. Вот и все. А так схема работает в двух вариантах. Да? С накидами в виде ажура, либо плотная вязка, прибавкой с протяжки. Все. Раппорт узора у нас с вами 16 рядов. Его ширина 11 петель. И 4 петли мы всегда добавляем слева для симметрии. В сумме это 17 петель. Но об этом чуть позже, когда будем вязать образец. Теперь про условное обозначение. Смотрите, горизонтальная черточка – это у нас с вами лицевая петля. Итак, вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная черточка – это изнаночная петля, накид – это кружочек, треугольничек – это вот этот треугольничек, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и соответствующий зеркальный треугольничек – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Что такое оранжевые мои вот эти черточки? Это платочная вязка, девочки. Вот это вот все, что выделила я оранжевым, это все будет относиться к платочной вязке. Вот, то есть вот таким образом. Как понимаете, платочная вязка вяжется во всех рядах, и в изнаночных, и в лицевых, лицевыми петлями. То есть это платочная вязка лицевыми петлями. Так, мои хорошие, давайте посмотрим выкройку. Выкройка у нас будет вот такая простейшая, я бы сказала, очень простая выкройка. Все размеры мы будем прорабатывать во второй части видео, где я буду вам размеры называть и сколько сантиметров ширина спинки на тот или иной размер приходится, сколько петель мы набираем и как распределяем узоры среди этих петель, да? Ну и много всего интересного. Далее вы увидите, если вы действительно заинтересованы связать данную модельку. Смотрите дальше. Значит, что касается моего описания, которое я всегда выкладываю под видео, оно вот такое вот простое, на этот раз коротенькое очень. Вот, я его выкладываю под видео, чтобы вам было удобно. Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54 у нас будут сегодня рассчитываться. И все попетельное излагается у нас во второй части видео, когда мы свяжем образец. И определяем плотность, мы конкретно определяем плотность. Я показываю, если вы даже не ту пряжу будете использовать, которую я рекомендую, может быть, какую-то более дорогую, шикарную, да, ведь модель от дизайнера у нас крутого, брендового, да. Поэтому, конечно же, я предполагаю, что, возможно, пряжа будет у вас другая. У меня-то совсем простая турецкая, дешевая. Я вам просто показываю сегодняшний мастер-класс для примера, как организовать работу теоретическую, вот эти всю расчетную часть, прежде чем сесть вязать. Вот. Поэтому это обучающий мастер-класс, и я думаю, он очень полезен для тех, кто только учится вязать,
Ну, в принципе, и для среднего уровня мастерства тоже есть какие-то нюансы, которые, возможно, вы впервые от меня услышите для себя. Итак, мои хорошие, начинаем вязать образец. Итак, девочки, у нас вот такая схема. И мы с вами вяжем. Образец у меня довольно будет сегодня узенький, 17 петель для образца я набрала. И покажу я вам всего лишь один раппорт узора, потому что он легкий. Нет смысла тут что-то углубляться. Два варианта у меня, смотрите, будет для вас. Первый вариант с дырочками. Видите? С дырочками, то есть здесь идут накиды. И второй вариант, когда мы петельку прибавляем из протяжки, то есть плотной получается вязка. Вот такая. Вам решать, какой из вариантов вам больше подойдет. Лично мне нравится с ажуром вариант, и я буду вам как с ажуром говорить. А где сделаете вместо ажура, то есть вместо накида, будете делать из протяжки. Кто-то, может быть, не любит вот эту ажурную вязку, да, и хочет полностью повторить модель оригинала, да. Там вот, кстати, из протяжки все прибавки идут. Так, первый ряд. Начинаем вязать узор. Кромочную сняли и вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Или вяжем из протяжки, девочки, или вяжем из протяжки. И далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. У меня бабушкины петли, я меняю петельки всегда местами. У меня вторая накидывается поверх первой. И вяжу как 2 вместе одной лицевой. И остались 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Эти 4 лицевые у нас вяжутся для симметрии. То есть это не входит в раппорт. Связали. Переворачиваем. Второй ряд вяжем. Здесь у нас сейчас во втором ряду будут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И вот, собственно, наш раппорт начинается, который мы будем вязать как? Первый идет изнаночная, затем вяжем платочную вязку 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть накид провязывается лицевой. Или если вы сделали из протяжки, то тоже лицевой. Дальше вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Отлично. Третий ряд переворачиваем. Вяжем опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид или вытягиваем петлю из протяжки. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю петли местами, накидываю вторую на первую. Вяжу 2 вместе лицевой. И 4 лицевые остались, те, которые у нас уже за раппортом. Для симметрии мы их набрали. Раппорт узора, как я, наверное, не сказала, 11 петель в самом начале. Да? Переворачиваем. Снова у нас с вами изнаночный ряд. 4-й ряд вяжем также. Смотрите, первые 4 петли у нас, вернее даже не 4, а давайте сразу первые 5 петель изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, чтобы не путаться. Дальше идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная и изнаночная. Следующий 5-й ряд у нас. Он будет такой же. Вяжем
5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Затем идет накид и 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И это раппорт мы связали. И за раппортом 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем. Вяжем 6-й ряд. Вяжем 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. И 5 опять изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Вяжем 7-й ряд. Пять лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Делаем накид. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. За раппортом 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Кромочная, изнаночная. Теперь вяжем 8-й ряд. Давайте его свяжем. Ну ладно, такой маленький мотив. Свяжем все вместе. Просто не хотела загружать видео, но мало ли, может быть, новички будут вязать, да? Вяжем 8-й ряд. Опять 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Опять 5 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Связали. В 9-м ряду у нас сейчас будет переход узора. Меняем местами. Вяжем первые 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И делаем накид или прибавку из протяжки, да? Затем опять вяжем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали узор раппорт. И у нас осталось за кадром. То есть за раппортом вяжем. Раз, 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид. Кромочная, изнаночная. Вот таким образом. Так, переворачиваем вязание. 10-й ряд показываю. В 10-м ряду вяжем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали 10-й ряд. 11-й ряд у нас будет точно такой же, как 9-й. 13-й ряд точно такой же, как 9-й. 15-й ряд точно такой же, как 9-й. Но я буду вязать. Итак, 11 ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Делаем накид. И еще 4 лицевые. Раз, два, три, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем 4 лицевые. Раз, два, 3. Делаем накид. Кромочная, изнаночная. Вот такой у нас получается узор. Дальше вяжем 12 ряд. Переворачиваем, да, и вяжем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Затем 5 изнаночных. Раз, два, три,
4, 5. Опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. Так. 13 ряд у нас такой же, как 9, 11. Вяжем 13 ряд с вами и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, 4 лицевые вяжем, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, кромочная, изнаночная. Переворачиваем, 14 ряд вяжем. В 14 ряду вяжем, значит, у нас с вами идут 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Связали 14 ряд. Вяжем с вами 15 ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем вязание. И у нас с вами последний 16 ряд вяжется раппорта. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Затем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная и кромочная, изнаночная. Все, девочки, мы связали с вами полный раппорт узора. И у нас с вами сейчас остается вязать с первого ряда продолжение раппорта, кто желает. Но у меня уже здесь 3 раппорта связана, такая довольно большая уже величина образца. И, конечно, я больше не буду показывать. Я вам уже, как в самом начале видео объяснила, да, вот эти дырочки можно заменить просто вязанием из протяжки петли. И тогда у вас дырочек не будет. Видите, вот я связала один раппорт именно из протяжки, петельку вытягивала. Что это значит, если кто не понимает, я сейчас покажу. Из протяжки, смотрите, что это значит. Это значит, что мы берем петельку вот так и вытягиваем ее вот таким образом. Вот у нас прибавка пошла. И затем вяжем лицевая там, и так далее, да? Понимаете? Вот получается прибавленная петля. Можно делать скрещенную вязать. Ну, в общем, вариантов много. Можно вязать отсюда, но это будет большая дырка, да? Можно сделать вот так, смотрите. Берете протяжку и скрещенную ее делаете, тогда дырки не будет. То есть вяжете наоборот, не за заднюю стенку, а за переднюю. Вот так. Вот такая будет протяжка, видите? Так тоже можно. То есть вот вариантов несколько, я вам показала их все, какие я считаю возможными, да? Поэтому выбирайте сами для себя. Мне кажется, что этот небольшой ажур не помешает. Но если кто хочет точь-в-точь, то вот вам. Паяет с вами образец горячим паром. Нам надо рассчитать плотность. И для этого нам надо потянуть наш образец во все стороны. Вот сейчас он после отпарки очень такой податливый, влажный. Хорошо тянется. Так, оставляем его сохнуть, как он есть у нас.
Кстати, вот здесь края. Эти петли тоже крайние надо обязательно распрямить. Они у нас будут участвовать в расчете. Все, девочки. Сейчас он высохнет, и мы с вами продолжим расчеты. Будем после того, как высох образец, измерять его плотность. Первая плотность у нас по горизонтали. Значит, давайте берем по горизонтали, прикладываем линеечку. Вот у меня 10 сантиметров ширина. В любом месте, где я не померила, будет везде 10, девочки. Вот. И мы с вами набирали 17 петель у нас участвует. Да? 17 делим на 10 сантиметров, получаем 1,7 плотность по горизонтали. Теперь посчитаем по вертикали плотность. Так, по вертикали мы также измеряем сантиметры, то есть длину нашего образца. У меня 19 сантиметров. И считаем, сколько у нас с вами рядов. У нас 16 рядов раппорт. Итак, у меня здесь 3 раппорта связаны в высоту. И мы сейчас 3 раппорта по 16 рядов, это 48 рядов. Делим на 19 сантиметров получено. Получаем вот такая плотность. Плотность получается по вертикали 2,5. Запишем эти цифры. Сейчас они нам понадобятся в дальнейших расчетах. Смотрим выкройку. Итак, у нас с вами сейчас выкройка. Вот такая классика. Спущенный рукав. Обычная выкройка, ничего особенного. Прямоугольнички вяжем, спинка перед. Вот. Не формируем окат. И, в общем-то, спинка отличается от переда вырезом горловины, и все. Так, давайте, значит, сразу с вами определимся с количеством петель. На размерчик у нас будут с вами следующие размеры: 44, 46, 46, 48, то есть 48, 50 и 52, 54. 3 размера. И набираем мы с вами 83 петли первый размер, второй размер 94 петли, третий размер 105 петель. Из чего складываются эти цифры? Сейчас я вам про ширину спинки и переда расскажу. Ну, начнем с первого размера. Смотрите, 83 делим на нашу плотность по горизонтали 1,7. Это будет почти 49 сантиметров ширина спинки и переда. Второй размер 94 петли делим на плотность 1,7. Получаем 55 сантиметров ширина спинки. Третий размер у нас 105 петель делим на 1,7 плотность. Получаем 62 почти сантиметра ширина спинки и переда. Если вас такие размеры устраиваем, идем дальше. Как распределяем узоры? 83 петли складывается из того, что у нас с вами. Я всегда схематично вот так рисую. Сейчас я вам тоже нарисую. Смотрите. Здесь у нас будет 77 петель участвовать в раппорте. Раппорт узора 11 петель. Плюс 4 петли. Помните, как мы вязали в образце? У нас тут для симметрии. Поэтому, значит, берем 77 петель. Это 7 раппортов по 11 петель плюс 4 петли для симметрии. Слева добавляется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Короче, у нас 7 по 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Здесь добавляем 4 петли для симметрии, крайне левые, кромочная справа, кромочная слева, девочки. В сумме все это составляет 83 петли. Что касается второго размера, здесь мы берем, в узоре у нас участвует уже 8 раппортов, в сумме это 88 петель, 4 петли для симметрии, также кромочные. Что касается третьего размера, берем 9 раппортов по 11 петель, 4 петли также крайне левые для симметрии, по схеме они у нас идут, и 2 кромочные. Кто не понял, что за 4 петли, вот по схеме. Мы с вами их вязали. И вот 11 петель это раппорт. И вот здесь 4 петли крайние по схеме. Это петли для симметрии. Про них я и говорю. Теперь, что касается на вырез горловины. У меня пришлось
33, 34, 37 петель, в зависимости от размера. И все, что осталось, это плечи. Я их посчитала. Будет все мое вот это объяснение, оно будет выложено под видео в виде инструкции в текстовом варианте. Поэтому вы там прекрасно все почитаете, все поймете. Да? Теперь про сколько петель у нас, сколько у нас высота проймы. Первый размер 18, второй 19, третий 21 сантиметр ширина проймы. Вот. И что касается, планка 7 сантиметров, вяжется резиночкой 1 на 1. Что касается рукавчика, у рукавчика 50 петель на все размеры набираем. Распределяем узоры следующим образом. 4 раппорта по 11 петель, то есть это 44 петли. 4 петли для симметрии крайне левой и покромочной. Справа-слева, да? В сумме это получилось 50 петель. И начинаем сразу формировать скос. Самая широкая часть рукава по размерам у нас идет 62, 64, 70. Откуда, например, и первый размер объясняю, откуда взялась цифра 62 петли. Смотрите, ширина у нас на первый размер идет 18, на второй 19, на третий 21. Это половинчатый размер. То есть целая ширина это 36 сантиметров. Умножаем на плотность 1,7. Вот отсюда 62 петли я взяла. Должно быть четное число, потому что по низу идет тоже четное. Вот. И как посчитать скос? Смотрите, высота от планки до конца рукавчика у нас 39,5 сантиметров. Переводим это все в ряды с помощью нашей посчитанной вертикальной плотности. В 1 сантиметре 2,5 ряда было, помните? То есть 39,5 сантиметров высота нашего рукава. Умножаем на 2,5 плотность, вот 98 рядов. И теперь 98 рядов делим на 6 петель, которые надо прибавить по каждому скосу. Получаем циферку 16, то есть прибавки будем делать в каждом 16 ряду. Аналогично я уже посчитала для других размеров, и я все это написала в инструкции. То есть вот таким образом я показала, как посчитать скос. Если вам интересно, откуда взялись эти цифры 6, 7 и 10, тоже объясню. Из большего числа отнимаем меньшее число, получается 12, устно считаем. 12 петель всего. У нас 2 скоса, и мы делим на 2, получаем 6 петель. Да, понятно? Так, все, мои хорошие. В принципе, объяснения мои очень короткие, потому что это очень простая выкройка, и модель, в принципе, тоже очень простая, узор простой. Но это не умаляет достоинства этой моделечки. Вы поняли, что от именитого итальянского дизайнера модель. Я думаю, что поскольку очень много было желающих нарисовать схему, объяснить, как вязать, я вам сделала этот мастер-класс. Желаю вам удачи в работе.